Итак, теперь у меня будут путешествия на ютубе выходить иногда. Когда у меня будут путешествия? Сейчас у меня самое начало первого моего... Ну как первого? Первого моего путешествия по Турции. В Турции я буду, надеюсь, завтра. Какое завтра? Это послезавтра. Послезавтра, 2 апреля в 22, я должен прилететь в Измир, откуда, по идее, должен выдвинуться в Тбилиси через всю Турцию. Сейчас же я вообще не там, я сейчас в Мексике. В данный момент я выдвинулся от своего знакомого, который живет тут неподалеку в Мехико, предварительно сюда добравшись автостопом. Каким методом я и отправлюсь из Измира в Тбилиси. Сейчас у меня проблема. Есть предположение, что не работает метро, потому что сегодня воскресенье. И я предварительно, заранее, забыл паспорт у моего знакомого дома. Потом вернулся, проебал на это все дело час. И сейчас иду в сторону метро, чтобы проверить тезис. Если 2 станции не работают, значит, сегодня не судьба. И заодно, наверное, спрошу у кого-нибудь из работников. Короче, таков путь нахуй. Но вылет завтра в 9. Сейчас порядка 12 часов дня. И, соответственно, мне нужно добраться до недалеко от аэропорта, до того места, где я смогу пешком дойти, чтобы там найти место, где я смогу посидеть в ноутбуке, расслабиться, позаниматься разными делами, попланировать мое путешествие, может быть, узнать первые слова на турецком, типа банальные «привет», «да», «нет», еще какие-нибудь штуки для автостопа. И сейчас отправляюсь дальше на поиски метро. Тезис о неработающем метро был успешно опровергнут, к счастью. Конечно же, не обошлось без тупизны типичной, когда нету языка. Почти нету языка. Так что сейчас я зашел в метро удачно. И какое-то время сейчас нужно понять, куда мне двигаться. О, работающий эскалатор. Ура! По стечению обстоятельств я не в метро, а в автобусе. Я ошибся с тем, что пошел в метро. Казалось, мне нужен автобус. Благо, уточнение у полицейского очень часто работает и помогает. Так что я сейчас еду до какого-то то ли городка, то ли места, которое называется Санта-Фе. И оттуда я уже на другом автобусе или неком транспортном средстве отправляюсь в аэропорт. Точнее, доезжаю до места, откуда будет дешево на такси доехать. По крайней мере, Google такого мнения придерживается. Ну что ж, часть пути преодолена. На автобусе я доехал до некого павильона. Походу, тут то ли метро надземное, то ли что, я хуй знает, как это работает. Сейчас посмотрим, надеюсь, разберусь. Если что, надеюсь, мне кто-то поможет. Все мексиканцы как-то очень отзывчивы в плане помощи. Хотя, на самом деле, мне не с чем сравнить, потому что я еще ни в России в таких объемах, ни в Казахстане помощи не просил, потому что там все для меня было понятно как день. Райончик такой прикольный. Ну ладно, посмотрим, как оно работает. Это, можно сказать, электричка, походу. Просто проходящая, немного так, на возвышение над городом. Ну так, выглядит прикольно. По цене дорого, правда. 60 песо, то есть... На 3 умножаем на 180 рублей. И это сколько? Не так уж далеко я еду. Ну ладно. В принципе, неплохо. Мексика. Яркая, шумная. Для меня это был временный дом, как изначально я планировал. Глава, которую сейчас закрываю. Почему именно здесь, почему именно уезжаю? Причины есть, личная. Важнее то, чем запомнится мне это место. Главное, это, конечно же, люди. Удивительные, легкие, открытые, всегда готовые посмеяться над собой, над ситуацией, друг над другом. Эта легкость заразительна. Хотя иногда она приводит к какой-то, что ли, забывчивости, пофигизму, часть местного колорита.
которой пытаешься привыкнуть. А вот к чему привыкнуть по-настоящему сложно, это дорожное движение. Хаос, просто хаос. Горит зеленый для пешеходов, почему-то все равно едут всякие мопеды разные. Загорается красный, красный для всех, вообще непонятно, кому идти, куда ехать, почему красный, сложно. И еще одно ощущение, которое не покидало, фоновое чувство небезопасности. Не то чтобы постоянный страх, нет, но вот идешь, скажем, по Гвадалахаре, видишь эти разложенные на тряпочках БУ телефоны и ловишь на себе мысли. А как бы на этом месте не оказался мой телефон? А это заставляет быть постоянно начеку. А это немного утомляет. Но несмотря на все эти моменты, Мексика для меня это очень важный этап. Именно здесь я активно искал свою удаленную работу, связанную с искусственным интеллектом. Здесь получил первый опыт в стартапе со всеми его особенностями, достоинствами и недостатками. И да, здесь же я пережил то, что можно назвать по-настоящему потерянным шансом в моей карьере. Все это ценный опыт, который меня многому научил. Так что да, мое время здесь истекло, как и было задумано. Мексика остается в памяти яркой, шумной, противоречивой, научившей смеяться, быть внимательнее, ценить моменты. Это был интересный этап, пора двигаться дальше. Короче, выбрался я с этого, как там его называть, ну, электрички, короче, вышел, и оттуда выйти просто невозможно было, пешком. И стоят таксисты, которые, я не стал спрашивать, но 100% предлагали, ёб твою мать, какую цену до аэропорта. Ну, я заказал Uber, и сейчас еду достаточно за приемлемые цифры. Если в рубли, то это где-то там 280 рублей. Или что-то в районе того. Конечно, 13 километров, типа вообще не так уж далеко. Ну, ладно, хер с ним. Shit happens. А так, вот аэропорт уже совсем недалеко. Насколько я понимаю, в Мексике есть какое-то негласное правило или какой-то сговор между таксистами или задействованы картели. Не знаю, как это работает. Но непосредственно на водителей Uber'ов давят, чтобы они не заезжали на территорию аэропорта. То есть и они человека оттуда забрать не могут и привезти не могут. Так что меня высадили примерно в километре от аэропорта, откуда я пешком дошел. И аэропорт мне показался относительно пустым, хотя он очень старый, ему порядка 40 лет. И я устроился себе в одно укромное местечко с ноутбуком, поставил цели, начал над ними работать. Так, ну что, зарядочка включена, пледиком туркишей накрылся. 11 часов вечера, все планы выполнены, извините за руку. Пора спать. Надо проснуться около 6 утра. Или поспать, ну, хотя бы, блядь, 4 часа, потому что тут, конечно, пизда неудобно, но ёбаный рот, у меня нету выбора. Ну ладно, у меня был выбор, но те выборы, они хуйня, это нормально. Ну как нормально? Со своими неприятными аспектами, в виде того, что я сплю на обычном кресле, ну типа на обычном стуле. Ну, как-то разлегся более-менее. Сейчас попробую уснуть. Короче, проебанная миссия. Здоровый сон в нездоровых условиях. Ну и, блядь, похуй. Буду смотреть аниме 1988 же, 8-го года. You can see that. I like it. Это неплохо. Ладно, похуй. Подготовил все файлы, которые нужно будет показать, чтобы меня посадили на рейс. И не подумали, что во Франкфурте мне нужна виза. Эх, а там будет, что будет. Все, я в самолете, наконец-таки. И наконец-таки я не прямо напротив крыла, потому что почему-то мне очень везет на такие места. И прямо у окошка.
Что с кайфом, конечно. Все, вылетаю из Мехико в Канкун. В Канкуне будет квест, будет интересный квест. Ну ладно, будем посмотреть, что там будет происходить, и насколько все у меня удачно пройдет. Полет прошел весьма забавно. У нас была турбулентность, во время которой мексиканцы все вскрикнули, так скажем, как на американских горках, такие типа «Юху!». Это было забавно. Также это был мой первый полет на лоукостере, и для меня было удивление, что там можно купить еду и купить разные услуги. Для меня было привычно как-то, что ты вместе с билетом покупаешь еще и целый спектр услуг. Ну что, я прилетел в Канкун. Тут очень жарко, как очевидно было на самом деле. И тут ни хера нету никаких этих скамеек, и многие сидят на полу, как я сейчас. Мне похер, как бы. Мои джинсы не такое переживали, вообще понимать. Я вот думаю, типа, как вообще действовать по поводу штрафа за пребывание в Мексике больше времени, чем у меня было в визе, потому что я сильно просрочил. Я могу пойти и заплатить сознательно, а могу попробовать не заплатить. Сложно, хотя как будто бы можно попробовать не заплатить и быстро пройти, именно получить посадочный талон, быстро пройти все. Если не получится, то у меня будет время вернуться и заплатить. Если получится, то я сэкономлю сколько? Но какое-то количество денег, коих у меня и так мало. Ну все, вон мой гейт, там 61-й, вот мой билет Канкун-Франкфурт. Я оплатил пошлину для того, чтобы улететь отсюда. Я свободен. Я улетаю нахуй. Ура! Блин, это было тяжело. Мне потребовалось практически все, что я готовил. То, что я писал То, что я писал в полицию Франкфурта миграционную, пригодилось. Меня спросили это. Я им показал, они заскринили себе то, что я готовил, именно специально перед этим регистрировался на рейс из Франкфурта в Измир. Все сработало великолепно. То, что я еще какие-то бумаги готовил. Бумага о том, что я бесплатно могу зарегистрироваться на рейс именно здесь, в аэропорту, а не через сайт. Тоже ее сделал через WhatsApp, дописался до компании, они мне скинули, зарезервировали это все. И мне не пришлось платить лишние $30, так что все вышло великолепно. Сейчас осталось дождаться около получаса мой самолет, который должен быть вот здесь где-то. И будет полет 10-часовой, трансатлантический снова. Сюда я прилетал, только туркишем я сюда прилетал. И отсюда улечу подобным рейсом. Только тогда из Тбилиси... Какой Тбилиси? Из Стамбула я летел 14 часов, а отсюда полечу во Франкфурт 10. Из Канкуна во Франкфурт. А тогда я из Стамбула в Мехико летел. Я не могу сейчас нормально говорить, потому что я в ахуе. Я слишком нервничал. Не нужно было столько нервничать, просто потому что у меня все было на руках. Но из-за отсутствия опыта я не мог не нервничать. Короче, все хорошо. Летим дальше, ё-моё. Полет прошел нормально, хоть я и сидел в местах посередине, то есть не мог смотреть ни в окно, никуда, кроме своего монитора. Вкусно покормили, так что было достаточно комфортно, хотя и трансатлантика — это далеко, это долго. Пару раз выйти размяться — самое то, конечно, было. Примерно половина пути позади.
часа 3 я поспал. Это тяжело. Спать в экономии, блядь. Тяжело. Что ж, я во Франкфурте. Вроде уже знаю, куда двигаться, чтобы приехать в мой терминал, который мне нужен, второй. Мне подсказала вежливая немка, которая была на порядок менее вежлива, чем все мексиканцы. Ну ладно. Мексиканцы все-таки это мексиканцы. Они тема отдельная. Так что, в принципе, перелет прошел хорошо. В конце некоторая турбулентность на снижении, но это нормально. Немцы немного поухали, повздыхали, так скажем. И все закончилось хорошо. 10 часов все-таки тяжело немножко. Поспал, наверное, часов 5. В принципе, бодр. 6 часов ожидания. Но еще добраться до туда надо и поменять валюту, если у меня получится. Если не получится, у меня останется 1500 песо, которые мне нахер не нужны. Прелесть. Я останусь полностью без денег. Идеально. Ну все, я в аэропорту Измира. Осталось переночевать здесь же и отправиться в путешествие уже автостопом. Без самолетов, рейсов, гейтов, бронирования, всего вот этого вот. Просто на рандоме. Не знаю, где я буду ночевать, не знаю ничего. Вот знаю, что в итоге окажусь в Тбилиси через некоторое время. А там посмотрим по ситуации. Завтра, точнее уже сегодня в 6 утра надо будет встать, выдвинуться на позицию для того, чтобы начать автостоп. Ехать достаточно долго общественным транспортом. Предварительно нужно будет заняться валютой, тем, чтобы мои доллары, песо, которые я перевел в доллары, и эти доллары нужно перевести в лиры, чтобы, собственно, использовать для того, чтобы доехать общественным транспортом, прежде всего. Ну и, наверное, что-то поесть надо будет. Такие дела, так что отправляюсь через Измир, либо через Стамбул, либо через Анкару, как меня дорога поведет. Какая машина попадется, туда поеду. Да, потух. Паспорт я не терял еще. Похуй, разберемся.